Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп, отношения и финансы. Лилит или черная луна в соединении с Венерой 28 июня. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Мне интересно, потому что не всегда планетарные явления или предсказания, они проигрываются в нашей жизни, а подчас карты Таро говорят какую-то другую, даже совершенно ситуацию или направление. Безусловно, мы разные, поэтому будем реалистами. Может вообще ничего не совпасть и не проиграться, но тем не менее, если мы в целом берем летний период, когда во Льве у нас находится Венера, прекрасная для всех нас, для вас особенно. В целом позитивный период, но пока будет Венера пребывать во Льве, будет несколько моментов, когда будет присоединяться эта самая Лилит. 28 июня Лилит — это у нас не планета, по сути дела, это дальняя точка орбиты Луны, это математический подсчет, это некий пункт, с которым как траекторию высчитывают отношения к другим планетам. Но пусть пока наукой не доказано, что-то не открыто, но уже давно подмечено, не случайно это, наверное, публично известно, что и существует этот термин, как черная луна или Лилит, потому что оказывает на нас влияние. Вот это мистерия, вот это зазеркалье, или это те какие-то мысли наши, и то, что мы какое-то время думали, или мы предполагали, или это может быть как наши эмоции, которые мы сдерживали, они могут вырываться наружу вот как раз в этот период, особенно с Венерой, потому что два направления по Венере мы говорим, это финансы и как раз отношения. У кого-то это деловые отношения, мы упорно к чему-то шли, выстраивали какую-то траекторию, выстраивали отношения, может пошатнуться в один момент. Так и в личной сфере, когда тайное становится явным. И это на всем том, что все-таки лев, когда много страстной горячей энергии. Вот тот самый импульс по льву нас, может быть, вынуждает или сделать, или сказать то, что мы какое-то время старались не афишировать или глубоко в себе хранили. Это своего рода, может быть, у кого-то кармический урок, мои дорогие весы. Это как ситуация, к примеру, которая в моей жизни повторяется несколько раз. И пока мы вот этот жизненный экзамен не сдадим, нам судьба будет преподносить, как и уроки, снова и снова нам предлагая какую-то ситуацию или какие-то взаимоотношения с людьми. У вас выпало, посмотрите, правда, три карты. Если мы говорим Верховная Жрица, это карта тайных знаний. Это вот где-то с Лилит практически идентично. Это с чем-то мы должны разобраться, но это карта независимости. Ну, наверное, будем говорить, кто такая Лилит, да, если мы не черную луну рассматриваем. Лилит — это первая жена Адама, которая с ним поспорила. И не смогли они договориться. В итоге Адам отказался от этой Лилит, и ему взамен была послана Ева. А Лилит, так она сама по себе со своими где-то амбициями на своей волне и осталась. И есть, конечно, много преданий, почему-то больше с негативным смыслом, но это где-то знания, те знания, которые, знаете, из глубины веков, это знания нашей души, это когда мы рационально можем видеть, что есть на самом деле, и при этом мы сохраняем независимость, мы немножко сами по себе. 13-й аркан — это карта трансформации, я надеюсь, все правильно понимают, и вот какие-то трансформационные действительно неизбежны будут изменения. А мы с этим столкнулись не случайно, поэтому будьте внимательны как к собственным мыслям, так и к вашему окружению. Может быть, это приходит нам какая-то подсказка сменить вообще направление, уделить внимание от начала до конца самому себе или самой себе. Не должно быть такого, что вот как раньше, да, мы говорим, я только что сказала про кармический урок, и нам выпали именно эти карты, когда мы не должны какую-то ошибку перенести в будущее. Мы должны определенно с чем-то разобраться, сыграть последний аккорд, чтобы налегке двигаться дальше. Мы стоим словно перед выбором, и нравится это нам или нет, но нам придется его совершить. Мы должны устранить какую-то помеху. И по тройке кубков это у кого-то может проигрываться как любовный треугольник или просто когда нет взаимопонимания в отношениях, именно потому что есть третий лишний. Или
как раз может вот это знание о каком-то тройственном союзе к вам прийти в этот момент, и вам захочется сделать этот выбор. Или это может быть еще вообще помеха, которая где-то и через отношения, или через неправильное отношение, когда мы, опять же, замалчиваем какую-то ситуацию вместо того, чтобы спокойно проговорить ее и избавиться от какого-то балласта. Наведем, наверное, какой-то как минимум баланс в своей душе и будем рационально идти дальше, даже если как будто по всем этим картам мы останемся в одиночестве. Нас не должно это испугать. Почему-то, мои дорогие весы, вот выпали вам эти карты, поэтому давайте не буду больше ничего говорить. Кому интересно в целом почитать, во вкладке «Сообщество» на моем канале есть ссылка на мой сайт, на статью, краткая статья, я много не писала, именно на тот аспект Лилит, который относится к Венере. Вы можете перейти, прочитать там по разным сферам жизни, как это в целом, какая обстановка может быть, примерить к себе. Давайте узнаем, что думают Таро на этот период. Итак, оценка ситуации в целом. 28, как мы сказали, июня это будет кульминационная точка, но может прочувствоваться за несколько дней до и после. И две сферы, если мы говорим, это у нас сфера отношений, причем не только личная жизнь, но и вообще взаимоотношения в обществе, и финансы. Дальше мы достанем вторую карту и спросим неожиданности. Неожиданности в отношениях или взаимоотношениях, и неожиданности в финансовой сфере. Каковы перспективы, то есть чем дело кончится или к чему все будет развиваться, и финансы то же самое. И мы достанем, что нам помогает пройти этот период для себя с большей пользой. Или пройти тот самый кармический урок, но и финансы. Итак, отношения. Вообще добрая сама по себе карта для вас, как будто хорошее настроение, какое-то предложение, признание в любви. Это паж кубков, это сама по себе как вдохновение, какая-то приятность или какая-то радость, или то, что нас обрадует, а может быть и признание в любви. Или какие-то робкие попытки, может быть, человека с вами установить эти самые отношения. Ведь это у нас паж, это не крупная карта, это нам говорят о каком-то начале только. И надо сказать, что сама по себе одна карта, она не предусматривает какое-то форсирование событий или отношений. Поэтому где-то и мы не должны, может быть, давить буквально в том смысле, что педалируем обстановку, чтобы быстрее кто-то с чем-то определился. Или нам дал какие-то гарантии, особенно в этот период, так это точно нет. Ну, приятная карта, которая нам говорит, что в любом случае что-то нас будет радовать. И по финансам тут тоже вообще стабильность сама по себе у нас выпадает. Это король пентаклей. И когда у нас все под контролем, это может быть, по сути, такая статусная карта. Это когда мы получаем новые должности, когда мы не только себе какую-то подушку безопасности, как будто уже выстроили, мы должны ее сохранять. И здесь сами по себе перспективы. Вот тот контроль, наверное, ежеминутный, буквально над тем, что у нас есть, и то, что мы хотим осуществить. Уверенность в собственных силах, и нет никаких проблем в финансах. По этой карте нет неожиданностей в принципе, мои дорогие весы. И нам обещают уже в дальнейшем прогресс, потому что король пентаклей, он умеет сохранять какой-то порядок. И даже если вокруг что-то меняется, но он найдет 1001 способ для того, чтобы его ситуация, его положение, оно не пошатнулось. Абсолютная уверенность, как и в собственных силах, так и в самом себе, так и в том, что да, я смогу все, даже если хоть камни с неба. И правда, этим как раз из хаоса создать порядок король пентаклей и отличается. У кого-то из вас это конкретный человек, может быть, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог. Или имеет там асцендент, а может быть и по Луне. А может быть это вы сами. Но благоприятные карты, кстати, на две сферы жизни. Неожиданности. Тройка мечей. Это не есть неожиданность, тут, скорее всего, напоминания из прошлого или наши какие-то сомнения, наши какие-то
Ну, буквально мы говорим, у каждого есть либо какой-то скелет в шкафу, либо есть вот какая-то подспудная мысль, которая вдруг может словно в виде каких-то сомнений нам прийти на ум, и мы начнем что-то заново обдумывать. Но чаще всего по этой карте проигрывается какая-то прежняя ситуация, которая нас в свое время словно больно ранила или на какой-то момент могла даже обездвижить. То есть это могло быть предательство в прежних, например, каких-то отношениях, или какое-то недопонимание, или наше глубокое разочарование в чем-то даже, кстати, с тем партнером, который есть у нас на данный момент. Ну, значит, не все было где-то гладко. И здесь о себе это может напомнить. Либо человек сам может о себе напомнить. Но ведь это уже было в прошлом. И когда выпадает тройка мечей, мы, знаете, если нам что-то напоминает, мы просто становимся очень сдержаны, хладнокровны и рациональны. Теперь нас это уже не ранит. Но, значит, напомнить могут, как и бывшие, кстати, в этот период, могут вдруг появиться по Лилит ни с того ни с сего. Может быть, уже обстановка какая-то напряженная. Они тут своим появлением могут, или как люди из прошлого, у кого-то по работе тоже тут какие-то могут прийти события из прошлого, которые связаны с конкретным человеком, и мы, может быть, думали, что мы закрыли какой-то вопрос, а здесь снова поднимаются на поверхность вот какие-то темы. И так вот в работе или в делах тоже может проиграться. Если мы говорим кармический урок, вот что-то мы не закончили буквально. В чем-то мы последний аккорд не сыграли, и нам его, скорее всего, придется сыграть именно теперь. Что по финансам в неожиданностях? Нет ничего по финансам неожиданного. Единственное, что может быть, это карта четверка Пентаклей, она уже говорит, что финансы есть. Вообще, эта карта жадины, она нам говорит, чтобы не было нюансов, сохраняй все. Считай буквально деньги, ни на что не трать, будь жадиной. И тогда у тебя будет все стабильно. Вот мы рассматриваем короткий период, повторяюсь, и как минимум, наверное, до 3 июля, пока у нас будет полнолуние в знаке зодиака Козерог. А Козерог — это уже структура и порядок, это материализм, это какая-то практика, это вот король Пентаклей сидит. Вот и удерживайте прочное положение. Хотя даже может иногда по этой карте, знаете, своего рода какие-то задержки или ну, не быстро мы получаем деньги, но деньги мы получим. У кого-то может создаться впечатление, что я хожу по кругу, и хотелось бы мне драйва. Ну, точно, не до драйва. Радуйтесь, что все стабильно. Давайте мы посмотрим, каковы же перспективы. Вот если была какая-то тупиковая ситуация или был вот этот самый кармический урок в отношениях, во взаимоотношениях, с окружающими, с одним человеком, на работе, руководитель, или будь это какой-то человек как сотрудник, вот то, что вам досаждало, где-то вы разочаровывались с чем-то, или ну, была какая-то помеха, или вы сами были в состоянии, как вот этот подвешенный. Он ведь сам где-то себя подвесил, потому что он на что-то мог согласиться. Хотя больше по энергетике карты он согласился, словно сам себя перевернул для того, чтобы увидеть какую-то ситуацию с другой стороны, с другого ракурса. И вот нам пользоваться такими энергиями, посмотри где-то абстрактно, посмотри где-то из разряда того, что не как ты думал прежде, а взгляни как будто с высоты, может быть, птичьего полета, или посмотри на ситуацию глазами другого человека. Тут ведь будут разные совершенно проигрываться какие-то возможности, потому что все будет зависеть от какой-то ситуации. Для кого-то это как предупреждение: выходи из какого-то тупика и не будь в состоянии вот этого заложника, в состоянии жертвы. А для кого-то это может быть как подсказка в личной жизни, если вас что-то не устраивало. Вот это тройка мечей, когда мы разочаровались, мы были ну просто вот убиты. Так вот теперь нам карта может советовать посмотреть с другой стороны, переоценить словно эту ситуацию и разберись окончательно. И так тоже может быть. Но факт тот, что мы можем что-то решить, а можем
Себе повторите еще раз в будущем подобный урок. У нас что-то очень важное по теме взаимоотношений. У кого-то в личной жизни, у кого-то вообще социум какой-то подразумевается. И вот если мы что-то окончательно не решим, мы перенесем в будущее еще раз себе этот урок. У каждого по-своему. Давайте посмотрим, а что же нам помогает. Удивительно. Трансформация. Нам нужно на что-то решиться. Надо принять какие-то изменения, которые будут в обстановке вокруг вас. Они будут словно подталкивать вас к принятию важного решения, сделать выбор какой-то. Трансформация будет неизбежна. Мы словно себе какую-то агонию можем продлить. Извините, мои дорогие весы. Я по-другому эти карты, кому-то это важно услышать. Я не могу вот эту фразу облечь в какие-то другие словесные формы, потому что она именно так и звучит. Или мы сейчас какой-то гештальт закрываем, или мы сами себе продолжим какую-то неприятность. И на неизвестный период времени мы словно отдадим свою судьбу на волю случая или на волю кого-то. И даже если поначалу что-то выглядит, нет как будто ни угрозы, нет чего-то, чтобы нас подталкивало, вынуждало, оно может быть для кого-то как предпосылка, как напоминание собственной души, что ты должен или должна эту ситуацию решить. Так не может продолжаться бесконечно. И вот тогда не заглушайте голос своего шестого чувства, скорее всего, в правильном направлении, где-то вам ваша душа же и подсказывает, как двигаться. Может быть, сесть спокойно и обдумать, рационально увидеть, что же есть на самом деле. И не для того, что мы анализируем что-то или пытаемся там найти какие-то первопричины, а кто прав, кто виноват. Мы должны сконцентрироваться на себе, как для нас в дальнейшем, что это будет, к чему это приведет, будет ли для нас как и перспектива, будет ли счастье, будет ли радость, будут ли эти отношения иметь какое-то продолжение, или это будет финал. Либо это будет своего рода какая-то реинкарнация, либо это уже просто мы ставим в чем-то точку. И здесь у каждого по-своему. Давайте мы посмотрим, что же по финансам. По финансам тут все как раз очень красиво, хорошо. И сами по себе перспективы двойка жезлов, когда мы с чем-то определяемся. Но есть этот момент такой, что мы можем словно пока пытаться усидеть на двух стульях. Может быть, у кого-то две работы и нужно выбрать что-то одно. Или у нас есть два варианта развития собственных амбиций. Есть одно дело или один какой-то интерес, тема, проект, и есть другой. И выбор нам тоже придется делать, но это мы смотрим на перспективу, и значит, сами по себе перспективы есть. И это, когда карта выпадает, это, знаете, это наше какое-то воодушевление. Мы словно хотим заниматься двумя делами, потому что выбор сделать сложно, и мы можем словно замирать от каких-то открывшихся возможностей. Но, повторюсь, если на перспективы смотрим, это как раз перспективы. Но на этот период времени мы можем не видеть четкой последовательности еще своих действий. А что нам помогает? В первую очередь немногословность, потому что королева жезлов, она только притягивает словно магнит к себе людей, чтобы ту информацию собрать, переработать и в последующем сделать выводы. Но она никому не рассказывает о своих планах, намерениях и целях. И это нам тоже помогает. Давайте подведем итог. В целом ваша ситуация, посмотрите, у вас выпадает карта серого кардинала или карта силы. Это карта великого манипулятора, но здесь еще нам говорят победа интеллекта над грубой силой. Правда, ваша ментальная способность вас должна повести в нужном направлении. Как нужно прислушаться к подсказкам собственной души, интуиции, как будто не отступать все-таки от того, что для вас сейчас, мои дорогие весы, вот вы хотели бы осуществить. Не под воздействием уговоров каких-то, не под воздействием каких-то обстоятельств. Верьте в свои силы. Но, наверное, не допускайте какого-то импульса, чтобы
знаете, из-за одной какой-то неосторожно сказанной фразы осложнить обстановку, чтобы нарушить свои какие-то планы, цели, намерения, опять же, из-за того, когда мы поддаемся импульсу или какой-то горячности. У нас буквально лев изображен на карте, и молодой человек палкой заставляет льва подчиниться. Победа интеллекта над грубой силой — это и обозначает, что мы в себе гасим какую-то импульсивность и хладнокровно заставляем себя увидеть ситуацию, отбросив все эмоции. И тогда мы сделаем то, что мы хотим, и останемся счастливы. Перекладывайте на себя интересный расклад, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.